дорогие зрители и подписчики моего канала! Сегодня я буду готовить необычный и вкусный рецепт муссовый торт с зеркальной глазурью. Сейчас они пользуются большой популярностью и являются большой загадкой для многих. Он настолько красивый и вкусный, что каждый хочет узнать рецепт этого замечательного десерта. Наш муссовый торт будет состоять из 3 частей. Вишневый конфит с коньяком, из брауни с миндалем и белым шоколадным муссом. А сверху мы все покроем зеркальной глазурью. Рецепт зеркальной глазури смотрите во втором моем видео на моем канале. Итак, приступим к приготовлению. На первом этапе нам понадобится замолочить желатин для вишневого конфит с коньяком. Для конфи нам понадобится 6 грамм желатина. Все лучше делать только через весы, так чтобы у вас все получилось идеально, согласно рецепту. Воды нам понадобится 36 грамм. Воду лучше использовать только холодную. Перемешаем и отставим наш желатин в сторону, чтобы он мог набухнуть в течение 40-60 минут. Обязательно желатин заливается только холодной водой. Ни в коем случае ни теплый, ни горячий. Можно даже лед добавить. Для приготовления шоколадного брауни нам понадобится 90 грамм сливочного масла. Мы его растапливаем только на водяной бане. Затем добавляем шоколад черный. 90 грамм нам понадобится. Разделяем его на много маленьких плиточек. И перемешиваем до однородной массы. Обязательный фактор, который вы должны учесть. Огонь, то есть томление должно быть очень медленное. И шоколад должен растопиться, но ни в коем случае не закипеть. Температура шоколада должна быть не более 40 градусов. Как только все растопилось, сразу же снимаем с огня и переносим на другую рабочую поверхность. Далее нам понадобится яйца. Яйца обязательно нужно взбить, потому что нам понадобится не просто 2 яйца, а именно 90 грамм яйца. Все это взбиваем. И потом через весы добавляем наш брауни. Яйца, которых я взбил венчиком, добавляем четко по весам 90 грамм. Мешаем. Добавим 90 грамм сахарного песка. Добавляем 30 грамм миндальной муки. 50 грамм обычной пшеничной муки. Перемешав наше тесто, подготавливаем духовку на температуру 160 градусов. Выставляем так, чтобы уже духовка была нагрета. И пока нагревается духовка, мы подготовим форму для выпекания. Форма для выпекания нам понадобится 20 сантиметров в диаметре, которую обязательно нужно сливочным маслом смазать по всем краям. Только тогда можно будет заливать наше тесто. Отлично. Отправляем наше тесто в смазанную сливочным маслом форму. Форма, напомню еще раз, 20 сантиметров. Ставим на 25-30 минут. Через 25 минут, когда прозвенит таймер, мы проверим его шпажкой, которая должна быть 160 градусов.
Готовим вишневое конфи с коньяком. Разогреваем сотейник, средний слабый огонь. Добавляем 250 грамм вишни свежемороженой и 65 грамм сахара. Все это отправляем в сотейник. Слегка перемешаем. Оставляем нагреваться до полного растворения сахара. Затем 2 минуты еще проварим и будем снимать с огня. Это ее собственный, абсолютно собственный сок. Я не добавлял никакой воды, ничего. Проварим в собственном соку еще 2 минуты. Теперь перебиваем слегка блендером. Слегка не до полной однородной массы. Просто слегка. И сразу снимаем с огня. С огня добавляем 20 грамм коньяка. Перемешиваем. Добавим лимонный сок. Берем половинку лимона, чайную ложку и набираем полную чайную ложку лимонного сока. Прекрасно. Ну, это примерно половинка лимона. Добавляем наш вишневый конфи. Перемешиваем. И даем остыть наше вишневому конфи до 85 градусов. Затем добавим набухший желатин. Добавляем желатин набухший. Вот оно. Прям все достаем. И тщательно перемешиваем. Потом заливаем в форму и отправим в холодильник. Спустя 27 минут наш шоколадный браун готов. Даем ему слегка остыть, потом мы снимем его с формы. Остывший вишневый конфи запускаем в ту же форму, в которой мы выпекали шоколадный браун. Ставим в холодильник на несколько часов для того, чтобы наш конфи застыл. А теперь приступим к приготовлению шоколадного мусса. Для этого нам понадобится 10 грамм желатина, который мы заливаем холодной водой, 60 грамм. Теперь все мы это перемешаем до однородной массы и отставим на 40-50 минут для того, чтобы он набух. Вода обязательно должна быть холодная. Добавляем 150 грамм в сотейник сливок кондитерских и ставим на огонь для того, чтобы подогреть до 75 градусов. Выбираем сливки 26-33%. Я использовал 26% кондитерские сливки. Отвешиваем 36 грамм желтка, добавляем туда 20 грамм сахарного песка, добавляем 5 грамм ванильного сахара. И все это тщательно перемешаем. Желтки, обращу ваше внимание, получились из 2 цельных яиц. Получается примерно около 45 грамм желтка, что потребуется слить до 36 грамм. Нагрев до 75 градусов, берем 1 столовую ложку, добавляем желток с сахаром и сахаром ванильным, перемешиваем. Снова добавляем еще 1 ложку. Завариваем наши яичные желтки. Теперь ставим на огонь обратно сливки. Это продолжаем перемешивать в однородную массу. А сливки нужно догреть до 85 градусов и ввести в них желтки с сахаром, ванильным сахаром и со сливками. Нагрев сливки до 85 градусов, начинаем вводить яичный желток с сахаром
и с ванильным сахаром. Оставляем еще на огне. Масса начинает уже тщательно густеть, достаточно густая. Поддержим еще секунд 10. И снимаем с огня. В густую массу добавляем белый шоколад. Разрываем его на мелкие кусочки. Шоколада нам понадобится 85 грамм. Перемешиваем до полного растапливания шоколада. Застывший желатин отправляем сразу же после полного растапливания шоколада. Разбиваем его на кусочки. И тщательно замешиваем до полного смешивания всех ингредиентов. После того, как мы смешали желатин, нам понадобится блендер для того, чтобы сбить до однородной массы. Нам понадобится 250 грамм сливок 26%. В моем случае это кондитерские 26%. Взбиваем их до пышной массы. Теперь смешиваем сливки кондитерские взбитые с нашей заварной массой. После того, как мы смешали, обязательно с бортов собираем полностью все сливки. Далее я использую силиконовую форму диаметром 20 сантиметров, которую я заливаю белым шоколадным муссом. Задача первая: равномерно расстелить шоколадный мусс и отправить его в заморозку на 4-5 минут. Залил я буквально на 0,5 мм, дабы у нас была основа. Первый слой застыл, мы отправляем шоколадный браун на дно. Он чуть-чуть развалился, но это ничего страшного. Мы сейчас все подправим. Оставляем зазор в хотя бы полсантиметра у борта. Теперь полностью заливаем шоколадным муссом. Снова формируем по всей форме. Ставим еще на 5 минут в заморозку. Снова поправляем. На застывшую массу ставим выравниваем полностью всю поверхность. Силиконовой лопаткой это можно все сделать до идеала. Затем ставим в холодильник на ночь, примерно 6-8 часов. Дать ему отстояться. Ну что ж, тортик наш готов. Теперь я его залью зеркальной глазурью, видео которого вы можете посмотреть у меня на канале.
Пришло время порезать наш шикарнейший торт. Ну что ж, готов наш муссовый торт. Он просто нереально вкусный. И если вы хотите получить именно непревзойденное чувство вкуса, попробуйте приготовить по моему рецепту муссовый торт с глазурью зеркальной. Я желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно смотрите мои рецепты. Всем пока-пока.